Всем привет! Сегодня обзор турецкого дна по вашим просьбам, комментариям. Не только его посмотрим, соберем, потому что в комплекте оно идет с прилеткой. Комплектуется данным дном улей профильер. И вот такой комплект приходит с самим дном. Примотана скотчем прилеточка, которая устанавливается на переднюю часть. Подробно расскажу и по самому дну, и по самой прилетке, потому что прилетка вообще бомбезная, просто супер классная. Итак, дно, друзья, не только расскажу, но и вместе с вами его соберем. Рассмотрим по-честному все нюансы, то есть это будет и распаковка, мы посмотрим, как все работает и какие необходимы нюансы работы какие-то провести для того, чтобы привести его уже в рабочее состояние. Ну, сразу внешний вид. Мы видим прочный материал, пластик, который не воняет. Это первый признак того, что пластик хотя бы не выделяет каких-то вредных компонентов и веществ, как дешевые какие-то китайские версии. Задняя часть у нас содержит... Вау, тут еще и вкладыш мне прислали. Супер. Немножко намокло. Так, это, по сути дела, еще и такая инструкция. Показывается, что, как необходимо сам улей привести в надлежащее состояние. Ну и дно тоже. Значит, мы сделаем таким образом. Это видео будет посвящено только дну, потому что, есть нюансы, о которых нужно рассказать. И отдельным видео я сниму свой отзыв по улью профильер спустя время в эксплуатации. Покажу разницу между этим ульем и другим ульем ППУ. Что у нас входит в комплект самого дна? Это вот такой лоток для сбора мусора, а также для сбора клеща, который сейчас у многих очень интенсивно падает, потому что идут осенние обработки. В этот лоток вкладывается еще вот такой дополнительный лоток для пыльцы, для сбора пыльцы. И все это вставляется сзади в специальные направляющие, которые очень четко все подходит и задвигается без проблем. Частью пыльцесборника также является вот такой вот вкладыш. Тут бывает сновья, его просто нужно немножечко там поснимать заусенцы пластиковые. Вот. Для того, чтобы хорошо выходило. Я сейчас их покажу крупным планом, о чем идет речь. Это вот такие вот нюансы, там буквально просто такие вот оплавочки пластиковые, которые вот здесь вот нужно острым ножом канцелярским просто убрать. И оно будет заходить, входить идеально и прекрасно. Значит, в данном случае это у нас решетка пыльцесборника, через которую проходят пчелы. Как перекрывается, сейчас все разберем подробно. Достав сами лотки, мы можем увидеть вот такую вот сетку. То есть она имеет вид решетки, похожа на ганимановскую, но здесь совершенно другие размеры. Где-то 2 мм на 15, примерно так. Я в своих прошлых доньях посчитал, что этого размера мне недостаточно и немножечко дорабатывал. Об этом тоже сейчас расскажу. Значит, как правильно собрать это дно. Начинаем его сборку с того, что вот эти передние части тоже нужно посмотреть. Возможно, где-то вот такие вот моменты нужно пообрезать ножом, подчистить. У тебя есть возможность выйти на 50-тысячную аудиторию и помахать всем ручкой. После чего мы крепим вот эту вот прилеточку, она же литковый заградитель, она же часть пыльцесборника. То есть можно сказать без лишних там каких-то преувеличений, что 3 в одном. Прилетка, литковый заградитель и решетка пыльцесборника, а также еще и можно даже дать 4 в одном, как литковый заградитель именно в плане там регулировки по пчелам. Сейчас все подробненько покажу, значит, как закрепить правильно. Смотрите, здесь есть вот такие вот проходы для выхода трутня. Нам нужно, чтобы эти проходы совпадали вот с этими вот прямоугольными окошками. Ну и, соответственно, это по горизонтали, по вертикали, что нам необходимо сделать. Нам нужно посмотреть, чтобы у нас вот эта вот нижняя часть, сама прилетка, совпадала, не перекрывала, там ни выше, ни ниже, совпадала именно вот с нижней частью, без решетки пыльцесборника, с нижней частью дна. Вот таким вот образом правильно это делается. Если мы посмотрим снизу, то мы увидим, что оно стало вот на этот паз, на вот это разделение. И как раз у нас здесь все четко
становится. Вот таким образом можно брать и крепить. Я хочу показать саму сборку, потому что мне задавали вопросы, каким образом вы крепите. Мы видим здесь 2, 4, 6, 8 отверстий под саморезы. Все ли нужно использовать? Смотрите, как делаю лично я. Для того, чтобы эта конструкция прочно держалась. Установили по горизонтали. Такой вариант нам подходит. Здесь тоже все верно, как я и говорил. Вот таким вот образом. И закручиваем первый саморез вот сюда вот. Так, наживили, берем второй. Крутить не боюсь, потому что дно очень прочное, но оно не хрупкое. Это не тот пластик, который может лопнуть на морозе. Добавляю саморезы покороче, где-то 35. Значит, использую я, по сути, 4 нижних отверстия. Здесь поверху не прокручиваю. Если у вас бы был там деревянный улей, может быть, для этого оно как-то там, чтобы совместить, скрепить и улей предназначено, или еще для чего-то. Рамка настолько прочная у этого литкового заградителя и плотно становится. Я сейчас покажу на тех ульях, на которых она уже стоит больше года и работает. И вы все увидите. Значит, открывается она тоже, видите, с таким некоторым усилием, что, ну, не просто там она, ее можно даже вот, ну, в таком положении удержать. То есть это не просто какой-то хлябающийся мусор. Значит, первый момент. После того, как мы закрутили, я давайте так покажу вам сразу же, как это выглядит снизу, чтобы все было понятно. Внизу проходит, вот мы видим саморез, можно было короче, да, вот я здесь использовал короче, он еле вылез. То есть оно уходит вот в эти места, которые, в принципе, декоративно никоим образом не портят внешний вид. Эти саморезы ушли вообще вот сюда, вот в эти места. Пройдемся сразу, раз уже перевернул, по конструкции самого дна. Видим вот такие рамки, усилители самой сетки. То есть это дно прочное, оно даже если вот так придавливать, вот я давлю всей силой килограмм 20, оно не продавливается, оно прочное. Вот эти усилители, их даже машиной не повредить. Это тот пластик, который используется для европоддонов пластиковых. Также есть вот такие противоскользящие накладки. Они действительно противоскользящие, еще с такими вот выпуклыми квадратами. То есть действительно в данном плане, ну, никаких вообще абсолютно нет недостатков и претензий по качеству дна, по его такому мощному основанию. Следующий момент, после того, как мы прикрутили, давайте разбираться, как работает сама прилетка. Вы ее открыли, пчелы делают свое дело. Закрыли, есть фиксатор, которым вы можете перекрыть эту прилетку и перевозить семью. То есть у вас решается проблема с тем, чтобы там закрывать, завязывать, затыкать и так далее, как вот обычно там бывает на каких-то некачественных литковых заградителях. Следующий момент — это вот эти регуляторы. Для чего они нужны? Покажу крупным планом. Когда у нас установлена решетка пыльцесборника, у нас благодаря вот этой нижней части, я ее сейчас отдельно вам показываю, вот она, видите, она скошенная, интересная форма такая, позволяет как раз пчелкам легко переходить на верхнее основание. А внизу, как я вам показывал, мы прикрутили саму прилетку вот сюда, к нижней части. То есть у нас есть проход. Если мы опускаем нашу вот такую вот замочек, по сути дела, пыльцесборника вниз, у нас пчелы попадают сразу на дно. Внутрь улья они проходят на решетку пыльцесборника сверху. Вот этой второй составной часть мы регулируем проход. Открываем на там 1, 2, 3, 4, 5, на 6 пчелок, по сути дела. Можем прикрывать. Вот здесь есть такое заплавленное отверстие. То есть таким образом мы тоже можем перекрывать литок. У нас он полностью закрыт. Можно открыть на 1, на 2 пчелы, на 3, максимум, как я уже показал, на 6 пчелок можем закрыть. Все это настолько надежно. Это не хлипкая. Толщина где-то 3-4 миллиметра. То есть это реально качественный пластик, который не пересыхает. Вот он у меня там простоял уже сколько. Я сейчас все на ульях с пчелами покажу. Если мы решили собирать пыльцу, мы поднимаем вот эту нижний элемент на второе положение. Тут есть фиксаторы, все фиксируется. И видите, открываем пчелам вот этот вот проход вниз. То есть они идут под решетку пыльцесборника. И таким образом они попадают в улей. А здесь мы с вами, естественно, ну, тут улей, оно уже не мешает. Я сейчас улей поставлю и покажу заодно, каким образом он устанавливается. Вот при вас, без всяких подрезок, без каких-то монтажей, видите, я с легкостью его взял и установил на само дно. Оно село, я проверяю, все село. Смотрите, сам зазор, его нет. Он отсутствует между этой рамкой прилетки
и ульем. Зазора нет, рамка не покорежена, все выглядит реально классно. И теперь мы можем с вами увидеть качество установки. Здесь мы видим отверстие, куда будет проходить трутень, если это нам нужно. Если нет, можем закрыть данные два отверстия. В таком режиме у нас будет работать пыльцесбор. И для сбора пыльцы мы перекрываем верхний проход для пчел. Вот так пыльцесборник у нас есть включенным. Когда сбор пыльцы нам необходимо завершить, мы перекрываем проход под сетку пыльцесборника, и пчелы попадают у нас в верхнее литковое отверстие для прохода в улей напрямую. А с обратной стороны нам остается только лишь вытащить лоток, достать пыльцу и вернуть все на место, либо же достаем на зиму, например, и не используем, делаем нижнюю вентиляцию. Вот таким вот образом все это работает. Какие я могу отметить недостатки, точнее даже, наверное, мои опасения, которые, по каким-то моим соображениям были у меня. То есть я делаю обзор по-честному, без каких-то излишних прикрас. Мне показалось в данном случае, по данному исполнению дна, что вот этой сетки будет недостаточно для того, чтобы просыпалась пыльца. Я ее просыпал пыльцу, и некоторые зерна здесь оставались. То есть вы видите на видео, рассверливал эти отверстия, вставлял гвоздь в паяльник и пропаивал, чтобы вот эти все внутренние поверхности были гладенькими, чтобы не было пластиковых заусенцев. Нюанс единственный и недостаток, который есть в этой решетке, это вот посмотрите в центральной части, где давит пресс, есть вот такие вот вещи, которые как заусенцы, такие оплавочки остаются, которые необходимо бы подчистить. Видите, есть они. Вот это вот единственный нюанс, который мне не нравится, с которым приходится вручную повозиться для того, чтобы вывести в идеал. Но также это, в принципе, решаемый момент. И следующий нюанс – это сама решетка. Показываю также по-честному. Вы видите вот здесь вот некоторые места, остатки пластика. То есть отверстие в реальности диаметром даже меньше 3 миллиметров. Поэтому такие решетки с пыльцесборника я тоже проходил дополнительно сверлом. Не знаю, почему производитель за этим не следит. Наверное, потому что сам пыльцесборник не является приоритетом, есть как опция, но требующая, честно говоря, некоторых небольших доработок. И сейчас пойдем, я покажу все на улье, как это реально работает с пчелами. Вот на этом улье пчелки работают. В данном случае у них закрыто все как раз вот на 1, 2, 3, 4, 5, на 6 пчелок. Такая же конструкция. Они прекрасно выходят и заходят, проходят туда с пыльцой. Все работает отлично. Точно так же я показываю вам сейчас, что оно простояло на солнце под ультрафиолетом. Ничего не лопнуло, ничего не поломалось. Все работает, все мягкое. Никакого там растрескивания и так далее. Еще есть один нюанс. Вот здесь вот под эту решетку пыльцесборника необходимо бывает, она немножко прогибается. И нужно, там колпачок с ручки подложить. То есть что-то, чтобы она имела вот такую четко горизонтальную форму, чтобы при перекрывании прохода вот туда, вот сейчас мы это сделаем, как раз закроем вот так, чтобы там не было зазора, чтобы часть пчел не проходили в улей. Так, и пыльцу я собирать, естественно, уже не буду, поэтому возвращаю все как было, чтобы пчелки на меня не обижались. Так, и показываю соседний улей, сразу дальше не пойду, какой-то сегодня прям интенсивный лед за пыльцой после дождей. Здесь то же самое, мы видим, все работает, все прекрасно функционирует. Так, и еще один очень важный момент, друзья. Опять же, говорю честно, для того, чтобы никого не обманывать, я боялся снимать обзор без каких-то конкретных проверок, конкретных каких-то, знаете, вот, чтобы действительно людей не обмануть. И чего я боялся? Кроме того, что там есть некоторые нюансы по сбору пыльцы и вот этих вот разных там отверстий, проходов, которые необходимо немножечко рассверлить, я боялся, что через это дно, в принципе, оно же не такое, как дно с сеткой, просечная сетка, будет плохо сыпаться клещ, и это будет не так информативно для меня. Ребятки, клещ сыпется через это дно просто идеально. В своем видео
одном из последних я уже показывал эти донья, эти вкладыши. И вот здесь вы тоже можете увидеть, это была обработка 11 числа утром, сегодня 13 обеднее время, то есть 2 суток прошло после обработки. Вот такое количество клеща, это уже вторая обработка. То есть информативность по клещу ничем не уступает тому, что в принципе и было по дно с полной сеткой. Хотя, конечно, этот вкладыш, он у нас не на 100% идет по дну, а где-то процентов, наверное, 80 или 75. Ну, то можно точно посчитать. Вот также показываю второе дно, то же самое. Причем, учитывая особенность, что пчелы не могут же добраться до этого вкладыша, он имеет некоторый такой налет сладости какой-то, немножко, может, разлился сироп, и клещ на нем просто прилип, то есть он вообще не мог перемещаться. Вот вы видите количество клеща, если честно, то, конечно, я рассказываю про дно, но я в шоке, сколько здесь клеща. В первую обработку его здесь было меньше. Вот я позаливал семьи сиропом, матки уже сеять негде, и, по сути, клещ не смог попасть в новую партию расплода. Вот такая вот, ребятки, картина. Так что, что могу сказать в качестве вывода по данным турецким доньям. Значит, вывод следующий. Донья классные, прочные, суперовые, просто долговечные, прекрасные донья. Никаких недостатков не отмечено, кроме нюанса по отверстиям. Именно в самом пыльцесборнике. Если вы пыльцу собирать не планируете, то вам вообще не о чем заморачиваться. Если пыльцу хотите собирать именно донным пыльцесборником такого типа, немножко нужно поэкспериментировать, попробовать. Ну, а вообще, скорее всего, что придется поработать с этими отверстиями сверлом и паяльником. И еще такой нюанс, если вы все же, у вас есть уже пыльцесборники навесные, которые разных типов, вы хотите его сюда навесить, вам необходимо для этого всего лишь открутить прилетку и навесить ваш пыльцесборник, привычный для вас. То есть дно не имеет никаких выступающих, вот как вот в том улье, который стоит дальше, выступающее дно, и там никогда в жизни не повесишь пыльцесборник. И еще одну ремарку скажу, что данное дно идет только на 10-рамочные ульи. На 12-рамочные ульи такого дна нет. Может быть, будет, но пока что его не существует. А где можно заказать такое дно? Заказать его можно на сайте магазина Профильер. Ссылочку я оставляю в описании к этому видео. Цена также на экране, чтобы вы там сильно долго не искали, не спрашивали. А по поводу прилетки тоже могут возникать вопросы, можно ли купить отдельно такую прилетку для своих ульев. К сожалению, сама прилетка, есть несколько похожие, другие исполнения, но они не такие удобные, они не такие. Данная прилетка идет в комплекте с самим дном, возможно, вы где-то и найдете, но, насколько я знаю, отдельно они не продаются, идут только в комплекте с этим турецким дном. Спасибо большое, друзья, всем за внимание. Если у кого-то остались вопросы, пишите. Будем вместе разбираться. Всем спасибо.